Будущее Карима Бензема. Результаты The Best FIFA Football Awards. Эвертон и Ноттингем Форест обвиняются в нарушении финансового фейрплея. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании игрока Кристал Пэлас Майкла Олисе. По информации ESPN, МЮ обсуждает переход Олисе предстоящим летом. В сделку планируется включить Аарона Ван-Бисаку, который перешел в стан Красных Дьяволов из Кристал Пэлас в 2019 году за 50 миллионов фунтов. Сообщается, что в подписании Олисы также заинтересованы Челси и Ливерпуль. Отмечается, что часть людей в руководстве МЮ сомневаются в трансфере игрока, поскольку Заа и Ван-Бисака, ранее перешедшие в клуб из Кристал Пэлас, не смогли адаптироваться к более высоким требованиям. Однако в данный момент Олиса является одной из основных целей клуба в летнее трансферное окно для усиления атаки. Джордан Хендерсон не покинет Аль-Итифак в январе. Ранее стало известно, что экс-игрок Ливерпуля хочет продолжить карьеру в Европе, так как недоволен климатом и низкой посещаемостью матчей в Саудовской Аравии. По информации Daily Mail, Хендерсон присоединится к Аль-Итифаку на сборах в Абу-Даби. Ожидается, что руководство клуба проведет встречу с англичанином и даст понять, что клуб не будет рассматривать предложение по нему этой зимой. Главный тренер Аль-Итифака Стивен Джерард также рассчитывает на Хендерсона во второй части сезона. Сообщалось, что в подписании игрока были заинтересованы Аякс и Ювентус. Руководство Барселоны сохраняет веру в Хави. Несмотря на поражение от Реала в Суперкубке Испании, доверие клуба к главному тренеру остается неизменным. Жоан Лапорта выразил поддержку Хави после игры. Боссы Барсы считают, что в данный момент не следует принимать радикальных решений, поскольку команда продолжает выступления в 3 турнирах и сохраняет шансы на трофеи. По мнению руководителей Блауграны, оценку работы тренера нужно будет провести только по окончании сезона. Отмечается, что позиция клуба может измениться, в том случае, если Блаугране будет угрожать непопадание в зону ЛЧ. Однако боссы Барсы не верят, что это произойдет. Сам Хави разочарован поражением в Суперкубке, но верит, что сможет изменить ситуацию. Тренер намерен продолжать борьбу за победу в остальных турнирах. Саудовский Аль-Хиляль согласовал с Марселем трансфер бразильского защитника Ренана Лоди, сообщает Foot Mercato. По их информации, саудовцы заплатят Марселю 22 миллиона евро плюс еще 3 миллиона в качестве бонусов. Также сообщается, что зарплата игрока вырастет в 3 раза. Ранее стало известно, что мадридский Атлетико, за который Лоди выступал с 19 по 23 год, получит процент от этой сделки. Экс-нападающий Реала и сборной Франции Карим Бензема, ныне выступающий за Аль-Итихад, может перейти в Челси. Об этом сообщает The Telegraph. По информации издания, руководство лондонского клуба активно прорабатывает варианты усиления линии нападения в текущее трансферное окно. Боссы аристократов не желают расставаться с крупной суммой, приобретая форварда Наполи Виктора Осимхена, а нападающий Брентфорда Айвен Тоуни, скорее всего, останется в нынешней команде до конца сезона. Отмечается, что Челси может прибегнуть к варианту с арендой одного из звездных нападающих Саудовской лиги – Карима Бензема или Роберто Фермино. Однако, по информации журналиста Бена Джейкобса, уход Карима в другой клуб в январе маловероятен. Руководители суверенного фонда Саудовской Аравии и Министерства спорта страны намерены сохранить бывшего футболиста Реала как часть проекта Суперлиги. Слухи о возможном переходе в МЮ опровергаются. Челси тоже не предпринимал никаких шагов. Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Туниса Ганнибал Мишбри перешел в Севилью на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. 20-летний игрок будет выступать за андалусийцев до конца нынешнего сезона. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа футболиста за 20 миллионов евро. Тунисец будет выступать за новую команду под 46-м номером. Эвертон и Ноттингем Форест обвиняются в нарушении финансовых правил АПЛ. Клубам разрешено терять не более 105 миллионов фунтов за 3 сезона. Как передает Sky Sports,
премьер-лиге заявили, что обе команды подтвердили, что нарушают правила в период, заканчивающийся сезоном 22-23. Теперь их дела переданы председателю судебной коллегии, которая определит отдельные независимые комиссии, которые будут заниматься вопросами санкций. Ранее Эвертон уже был лишен 10 очков за нарушение правил прибыльности и устойчивости. Теперь снятие баллов грозит ему снова, как и Ноттингему, отмечает The Telegraph. При этом оба клуба считают, что у них есть веские аргументы, которые позволяют избежать наказания. Так, Эвертон, который уже занимается обжалованием предыдущих мер, уверен, что после заседания по его апелляционной жалобе и новые обвинения будут признаны необоснованными. Ириски уже заявляли, что перерасход средств был связан с погашением кредита, взятого для финансирования проекта строительства стадиона. Ноттингем же будет требовать, чтобы ему разрешили учитывать деньги от продажи Бреннана Джонсона, которые были получены через 2 месяца после окончания рассматриваемого периода. Саудовский Аль-Ахли готов отпустить одну из главных звезд, нападающего Роберто Фермино. По информации Бена Джейкобса, клуб из Джиды позволит бразильцу уйти в аренду при поступлении подходящего предложения. Роберто выступает за Аль-Ахли с лета. В 19 матчах текущего сезона форвард записал на свой счет 3 гола и 3 голевых передачи. Неманья Матич, скорее всего, останется в Рене. Об этом сообщает L'Équipe. Напомню, что на прошлой неделе у игрока произошел конфликт с руководством французской команды, после чего он решил пропустить тренировку и вернуться домой в Лондон. По информации источника, вчера 35-летний игрок в очередной раз запросил у руководства Рена разрыв контракта, однако получил категорический отказ. Отмечается, что футболиста готов подписать Лион. Матич стал игроком Рена в августе, перейдя из Ромы за 2,5 миллиона евро. Игрок Ньюкасла Джоэл Линтон может пропустить остаток сезона из-за повреждения, об этом сообщает ESPN Бразил. По их информации, игрок получил серьезную травму подколенного сухожилия. Восстановление может занять срок на порядок больше, чем изначально прогнозировал медицинский штаб «Сорок». Бразильца также могут прооперировать. Решение о необходимости хирургического вмешательства будет принято в ближайшее время. Вчера прошла церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2023. По ее итогам лучшим игроком 2023 года стал Лионель Месси, лучший тренер Хосеп Гвардиола, лучший голкипер среди мужчин Эдерсон. Премию Пушкаша за самый красивый гол забрал полузащитник Ботафого Гильермо Мадруга за гол через себя из-за пределов штрафной в ворота Новоризонтина. Также была объявлена мужская символическая сборная 2023 года, которая выглядит следующим образом.